Всем привет. Конопля легально, но двигаться хочет. Круглый – это арбуз женщины, а женщина всегда слаще. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Олег, путешественник из Питера. Привет! Привет. Ты только приехал утром из Питера, сейчас сразу уезжаешь на ретрит. Да. Расскажи, пожалуйста, про ретриты, вообще зачем это нужно людям, что это такое, про свой опыт. В целом, ретрит – это мероприятие по повышению уровня своей духовности, можно сказать так, и на нем проходят различные практики по еде, по медитациям, по йоге. В целом, за небольшой период времени, допустим, за 5-6 дней, можно прокачать свой уровень, узнать много нового для себя и открыть в себе какие-то новые таланты. Это твой первый опыт, да, ретрита? Да, в целом я еще не ездил на ретрит, я ездил, просто путешествовал, уже съездил в 18 стран мира, был в Азии, жил длительное время 4 раза в Таиланде. Именно опыт длительных путешествий, он позволяет лучше раскрыть себя. Я всем советую, что если у вас что-то происходит в жизни не то, то лучше едьте от одного месяца, потому что до одного месяца вы не успеете переключиться. То есть за это время вы отключитесь от эгрегора, вот этого, от друзей своих привычных. Вот. И только вот через месяц, это у меня было, я начал перестраиваться, попал на очень сильных людей, которые меня сейчас и пригласили на ретрит. И они в целом изменили мою жизнь. 18 стран? Да. То есть да. полмира, по сути, ты объездил? Ну, не полмира. Расскажи про какие-то, может быть, такие суперинтересные ситуации во время путешествий и про свой гастрономический опыт, который ты набрал. Ну, одна из интересных ситуаций, я ездил на необитаемый остров недавно, это была моя мечта. И в самолете познакомился с одним байкером интересным, он посещал разные страны, он проехал пол Африки на мотоцикле, тоже очень интересная история, на самом деле, это как там отдельное видео можно смотреть, конечно, потому что там небезопасно, они купили тачку за $500, а продали за $5. Это была очень крутая история, да. 18 стран, большинство из Азии. Да, Азия, то есть Малайзия, Таиланд, в принципе, жил долго, потом Арабские Эмираты, Катар, Израиль, ну, из таких вот из дальних стран. Ну, естественно, Европа, да, там, это все знают, там, Франция, Германия. Когда ты путешествовал, ты уже, получается, был веганом? Или ты был на обычное питание? Ну, то есть, например, если какие-то... Нет, я тогда не был веганом, но в последнее время я не употребляю там, мясо, ну, животного происхождения. Соответственно, это очень сильно влияет на наше сознание, потому что, чтобы заниматься практиками, желательно быть на растительном питании. Вот у меня есть медитация, то есть я закрываюсь на балконе и я кричу, то есть очень, очень громко. Вот. И это избавляет от каких-то там ситуаций. То есть ты берешь ситуацию и начинаешь там кричать. Ну, мы так обычно идем вот туда, где поезд едет, и пока он едет, может тоже стоять и рать меня. Но не на кого-то кричишь, а просто ты из себя это убираешь. Да. Да? И потом ты ощущаешь, что ты вот очистился. Да. Есть такой остров Панган, ну, наверняка многие знают о нем, но ты знаешь? Знаю. Да. Он, я не была там, но я слышала. Он находится на камнях, на розовых, если не ошибаюсь. И говорят, что эти камни, они дают всем существам какую-то невероятную энергию, и они немножко такие сумасшедшие становятся. Ну, в хорошем смысле. Там есть Дзен-Бич, это пляж, куда приходят любители всех видов практик, там медитации, то есть там приходят часов 5, ну, пол шестого, может быть так, садятся, начинаются какие-то практики, медитации, уже такая легкая музыка, игра на барабанах, на инструментах, и потом разжигается костер, присоединяются люди, и там есть жонглеры, там эти факиры всякие с огнем, да, то есть, и они все просто выступают, то есть это не за деньги. Самое непредсказуемое было это, когда я пришел первый раз, вот там было расстелено вот такие резиновые маты, и была девушка, и она вызывала на борьбу мужиков. В Индии, в Арамболе ты не был? Нет, я в Индии вообще не был еще, да, то есть хочу бывать. А ты была в Индии, да? Да, вот там очень похоже на вот это все мероприятие. Тоже каждый вечер сансет, когда они провожают солнце, они тоже собираются с барабанами, ну, такая прям тусовка большая. В Сахаре ты был в Сахаре? В пустыне? Да. Нет, не было, ты была? Да.
И как там? Круто. Мы объездили весь Тунис, каждый город вообще. Да? И в Сахаре, да, там есть на севере Колизей очень большой, второй после римского. И есть бело-голубой город Сиди-Бу-Саид, всем кажется, что это как Греция, Санторини. И вот на юге у них Сахара. Очень круто то, что есть прям такой контраст. А Азии ты видела? Да, Чибика. Там прям горы, водопад и козлы бегают. Мы еще катались на джипах по бархану вот так. Это очень страшно было. И потом заезжаешь просто так вот везде вот горы песчаные, и потом начинаются резко очень пальмы, и очень много. И вот по дороге въезжаешь, такой буф. Что ты привозил из разных стран из еды себе? Есть водоросли с острова Окинава, может быть, слышали? Конечно. На этом острове люди в среднем живут 91 год. Но у них 90% и от всей пищи у них водоросли. И они вот содержат разные вещества, которые помогают нашим клеткам, то есть вывести плохие клетки, которые уже там умерли, да, то есть, и оставить хорошие. Вот я решил заказать, да, себе. У японцев есть такая особенность. Я им пишу письмо, да, я говорю, продайте, пожалуйста, мне водоросли. Мне нужно было 300 грамм. Мне не отвечают. Опять пишу письмо, мне снова не отвечают. Я поговорил там с азиатами, я говорю, что делать, почему не отвечают? Он говорит, у нас нет, слова нет. То есть, если нужно ответить нет, мы будем молчать. Вот. И он говорит, я зашел на сайт, там было от 1 килограмма, я написал то же самое письмо, можно 1 килограмм. Такие, да, конечно, ответили сразу же. То есть вот такая особенность. На Бали, у меня был друг на Бали, там у них есть слово потом. Ну, это аналог. То есть, если он говорит потом, ну, это как бы нет. Дальше есть сабай, такое есть, да, что это понятие, что отдыхай, расслабляйся. Из необычных продуктов в Таиланде есть экстракт от женьшеня, дает такой тонус, то есть если тебе нужен какой-то спорт, там, экшен, есть такая тема, как какао-бобы. Но я шоколад делал, я умею делать шоколад из какао-бобов, то есть ты берешь, они должны быть хорошие, качественные, нужно добавляешь какао-масло, либо кокосовое можно. И что еще, чернослив, вот. Потом это все варится в мультиварке, чуть-чуть, растапливается. Потом ты заливаешь форму, а морозилку, получаются очень крутые штуки. Да. Еще ты привез урбич сегодня. Да, я привез урбич, это на самом деле, в принципе, русский продукт. Из Дагестана. Да, его делают в Дагестане, на самом деле, изначально. Это продукт долгожителей. Вообще, как делается урбич? То есть берут, вот, допустим, возьмем здесь подсолнечник, обычные семена очищенные, но сырые. Очень важно, чтобы они были сырые, потому что в сырых больше витаминов. Он перетирается на 2 камнях до состояния такого масла жидкого. И его можно есть в путешествии, да, к примеру. Куда ты едешь, это динамичная поездка, там у тебя рюкзак, и ты должен там перемещаться куда-то. Тебе нет времени искать кафе. Нет, это наоборот очень вкусно, интересно. очень вкусная штука. Здесь вот 3 вкуса новых. То есть вот конопля, да, но это легальная конопля. Легальная конопля. Бывает расторопша. У нас тут приготовлено все. Тут есть мед, веганый меня простят, лимон и яблочко. Да. Это у нас тут начнем, наверное, с нового вкуса, с расторопши. Берем ложечку, значит, кладем сюда. Вторую ложечку мед. Ну вот я перемешал, можно пробовать. В принципе, рассказать ощущения. Я тоже пробую. Давай. А что, как? Это мед? Это что? Это почему? Это расторопша. Это расторопша, немножко подсолнух, но вкус немножко вяжущий такой. Да, очень вяжущий. И немного горечь все равно. Но вот я не чувствую. Мне нравится вот это ощущение такое, потому что потом он даже бодрит немножко. Кажется, что вначале невкусно, но почему-то потом вот мне начинает это. Потом послевкусие меда. Да, послевкусие, да. Так, теперь мы будем пробовать урбич из подсолнечника. Обычно семечки, все знают это. Но вкус, он не похож на семечки. Выдавливаем лимон, да, лимон просто, то есть очень быстрый рецепт, то есть он не требует каких-то там длительных, как я люблю, да. Он похож на какой-то из детства, какой-то, не знаю, как мороженое, что ли. Такой мягкий. Да, а потом семечко. Я думаю, мы будем просто яблоко макать в коноплю. Конопля легально, но двигаться хочет. Так, берем обычную дольку яблочка, обычное яблоко и обычная конопля. И начинаем есть.
Все, я попробую коноплю. Я чувствую сначала только яблоко. Конопля потом. Ну, как трава просто. Просто как трава. Ну. Про доши. А ты был в Таиланде, определил свою доши, как вообще, какие они существуют, как это помогает людям, то есть зачем они вообще нужны. В целом, есть самая древняя наука о здоровье, называется аюрведа. И вот по аюрведе все люди делятся на 3 типа, на самом деле больше, но 3 основных считают. Они смешивают, да, Ну, потому что базовые, да, чистых нет. то есть это 3 типа конституции людей. Это питта, вата и капха. Соответственно, и ни один человек не бывает чисто одного типа. Он обычно идет определенный микс. Ну, бывает, но очень редко. В основном, вот у меня определили, это специальный тест, там делается, есть разные варианты определения, но вот мне делали тест. И я... Пита капха? Да, пита капха. Соответственно, делается список продуктов, которые у вас усваиваются, да, то есть по аюрведе есть такое понятие, как ама. Это если ты ешь неправильные продукты, то у тебя накапливается ама, и они у тебя не усваиваются, да, и получается, что ты их ешь зря. Есть, в принципе, тесты, да, ну, если там упростить все, не ехать, например, в тот же Таиланд или в Индию, можно, в принципе, самому знать, к какой душе ты относишься. Да. Вот еще, кстати, забыл рассказать про точки, про китайские. Все китайцы, они не особо верят вообще в медицину, вот это вот. Ну, конечно. Докторов, они все верят вот в меридианы, да, что у каждого человека проходит через тело меридианы, это энергия. Есть вот тест Акабани называется. Тебе подключают электроды к пальцам рук и ног, измеряют. То есть нужно делать один массаж, чтобы ослабить, нужно делать как бы в эту сторону, то есть против хода. А для другого, наоборот, в другую сторону. Естественно, все иголки это более мощное воздействие. Но иголки стоят денег, как правило, да, то есть можно и самому себе помогать, если есть желание, да, потому что это можно делать каждый день, а иголки все-таки это такая процедура временная. Веганы. Поговорили про иголки, про коноплю. Спасибо большое, что ты приехала к нам в гости. Привез нам покушать даже. Да, спасибо за то, что рассказал про свой опыт путешествия и гастрономический. Очень интересно. Пишите тоже свои необычные ситуации в путешествиях, которые происходили, и какие-то особенности, которые вы ели в разных странах. Все, спасибо. До свидания. Да, всем любви.